Cool. Ну, поздравить его с днем рождения. Габушеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, Хм. что он тоже вас считает своим другом. Ну, Вот поздравить эту его, книгу, пожалуйста, пожалуйста, пишите другу Александра Габушева, Рашиту, через Т. Угу. Габушеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла Сейчас нас ответочка, смотрят что он тоже вас тысячи считает своим сторонников по всей России. Да, я подозреваю, что да. Передаю Поздравляю, привет пожалуйста, всем пишите сторонникам другу Александра Габушева, свободу Александру Габушеву, Рашиту, Руяйхау. через Т. Угу. Да. А это просто Сергей. Габушеву. Это мне. Хорошо. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, Да. хотя вы атеист. Счастливого Да, уважения. конечно, И еще своим раз, другом. да, и Безусловно. еще раз Ему большущий передали, привет и от от него меня. пришла Сейчас ответочка, нас смотрят что он тоже вас тысячи считает своим сторонников по всей России. Так я уже все говорю, что Передаю привет всем сторонникам и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки и да, да, да. Но он Мое уважение. для меня важный человек. Передач вы просили Так, передать, поехали дальше. Да. хотя вы атеист. Счастливого Да, уважения. конечно. И еще раз, да, и еще раз большой. Азара бардым берет, чөбөгө жыга деген астаммыты бардым. Берески салат. Bilin kata terepin kemar kuima bagachona imikka. О, куи баба onu gelete. Betevit. Чона вот. Ай, вот. Жүмчөбү кепсеттилер манна. Асен ушалар бахан ушалла. Атак чай ягында чай разрешают. Я это только О, пахай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации, и по некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у нее более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке Сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки, очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают.
Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе рано или поздно, общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну, как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта, мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые. Внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти
военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так, 25, наверное, побольше, даже, может, 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какой-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что-то такое, но явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии он. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот есть ли головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных. О них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск. В Новосибирске 5 дней в СИЗО. И потом только в больницу. До Новосибирска тоже дня 1,5, говорит, ехать. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было, он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот. Ну, примерно так же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели.
Что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там Ага. пошло. А он в камере одиночной содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него Мгм. карантин заканчивается где-то через 3-4 дня, и, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, которая его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общий вопрос обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним, стоя, да, вот прямо над ним, головой вот так, и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими двумя. Под санитаром. Ага, И... Получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг друга? Да, прямо вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом. Мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. И с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Ну, вот
будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, ну, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть как вот, когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр, не психолог даже, да, ну, я не увидел, да, в нем что-то, что, ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, сказать, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Ну, вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Ну, когда долго не видишь, долго не знаешь, где там чего человек, то, конечно же, это довольно, ну, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас с Сергеем, от Крилана, от Юджиш, Хонгара, Враздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях. Это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания, сцен насилия и так далее. Ну и так он там как-то вскользь прошелся, типа, ну вот экстремистского плана, там, ну блин, у нас нету этого Майнкампа, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб почесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Кайланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая растает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава у этой вот рубашки, или как это назвать? Одежду можно отправлять? Я вот это вот какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязная, все, но вот это
Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Мгм. Потому что, ну, Мгм. мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Только это Мгм. совсем. Алексей, а Мгм. ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 Про это килограмм, ничего нет, 15? про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, Мгм. то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать. А, Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачками. Поэтому Мгм. я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Мгм. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас Мгм. я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых еще, попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь хороший швейцарский, вот в таком плане. Мгм. Вот. Ну, сейчас получит первые две завтра, уже будет полегче с Мгм. этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там, в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты проговорим с ним. Ну и по Мгм. поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал Мгм. встречи со мной. Мгм. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что Мгм. меня не допускали в эти помещения, в камеры, ну, в эти палаты, да, как они их Мгм. называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот Да-да, моменты все протрясти по поводу обязательно. белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя, там. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием Мгм. препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он Мгм. сказал. Ну вот, Мгм. чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и Мгм. так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это Мгм. подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривал. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока шестимесячного вот этого до освидетельствования следующего. Я Мгм. ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26 июля. Помните, как в конце июля?
Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. То есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее, и тому подобное. То есть они как врач говорит, что психологический портрет его им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы приезжали к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. И чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу. А нет, надо оказываться на интенсивном наблюдении. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что прям
прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, такое, знаете, знаете, что какие-то высшие силы за вами следят, вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы пытался поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками. Да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто чего-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть. Я им это объяснил. Я им объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе. Какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерик, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, его судьбу в том числе, что он попадет в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, какой-то, сказать, да, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс.
том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании. При работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра Ильича, врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает приветы и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там. Salah, at the bus
Aylarım olgutun arıstan arançılar Septak solu ıyangı tolağın solunuz dolar yıllar Aylarım olgutun arıstan arançılar Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей, Так, я сторонник шамана Александра Габы, ага, это от вам- него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. Да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, в знаю. Новосибирской Да, психбольнице знаю. А и вы, подвергается смертельной там, опасности. там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, А, конечно. я им позвоню. Александр Причем Глебович, завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. Ой. Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Угу. Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот подозреваю, я что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева. Свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да. А это просто Сергею. Это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Может, пару слов всего. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. Азарам бардым берет, чөбөгө жыга деген астамыты бардым. Берески салат. Билин хата тереппин куима багаччагана индикка. Куи бала onu берете. Бетебит. Очону. Ай. Жүмчелик кепсеттилер манна. Асен ушалар бахан ушалла. А так чай ягында чай разрешают. Я это только О, пахай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у него более-менее, так сказать, более-менее
Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке Сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки, очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе рано или поздно, но общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать? Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам как можно
так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу, там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так 25, наверное, побольше, даже, может, 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какое-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот есть ли головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу, пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск.
в Новосибирске 5 дней в СИЗО и потом только в больницу. До Новосибирска тоже дня полтора, говорит, ехать. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было. А он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот его Ну, примерно внешнее, так да? же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там пошло. Ага. А он в камере одиночный содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня. И, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, который его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним стоя, да, вот прямо над ним головой вот так и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими двумя. Под санитаром и... Получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг друга? Да, прямо вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. И с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом,
В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз, дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр, не психолог даже, да, я не увидел, да, в нем что-то, что, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Когда долго не видишь, долго не знаешь, где там и чего человек, то, конечно же, это довольно, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас, Сергеем, от Кайлана, от Юджиш, Хонгара, Раздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях. Это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания сцен насилия и так далее. И так он там как-то вскользь прошелся, типа, экстремистского плана, там, у нас нету этого Mein Kampf, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. И вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее
Ой, я опять лоб чесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Каиланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути. Все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать? Я даже... Одежду можно отправлять? Я вот это вот, какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там, уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязная, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Какая-то совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. 15? Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать. Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачами. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Ну, сейчас получит первые 2 завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там, в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты проговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, в камеры, ну, в эти палаты, да.
как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу Обязательно. белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, что-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривали. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока 6-месячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го, помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, ну там 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. То есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее, тому подобное. То есть они как врач говорит, что психологический портрет его им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы приезжали к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. И чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали.
а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, ну, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, типа, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу, а нет, надо оказываться на интенсивное наблюдение. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. И надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и ну как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, вон все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, ну, такое, знаете, вот, знаете, что какие-то высшие силы за вами следят, ну, вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы пытался поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками, да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что вот кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то вот какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто что-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть, я им это объяснил. Я ему объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе, какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему.
А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерик, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, ну, как бы его судьбу в том числе, что он попадет, ну, в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, ну, какой-то, так сказать, да, ну, так сказать, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в свою пользу, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании. При работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра Ильича, врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает приветы и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там.
구하건 사라들라 아뜨바스 지바테 아이들은 울고돈 파르스탄 아랑은 찔라 셉딱 솔을 의양을 더러운 솔로 눕도 가려라 아이들은 울고돈 파르스탄 아랑은 찔라 Eyaga gördüm gün taksan erere dili binere unan aylattan kötesti min alağım uhatın geri canlı sıfatın 구하건 사라들라 아뜨바스 지바테 아이들은 울고돈 파르스탄 아랑은 찔라 셉딱 솔을 의양을 더러운 솔로 눕도 가려라 아이들은 울고돈 파르스탄 아랑은 찔라 Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей, Так, я сторонник шамана Александра Габышева. Ага, Это от него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишникова. да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, в знаю. Новосибирской Да, психбольнице знаю. А и вы... подвергается смертельной Там, опасности. там есть телефон? А? Там есть телефон Пряничникова? Есть, конечно. Я им позвоню. Александр Причем завтра же, да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. О! Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева. Свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да. А это просто Сергею. Это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Вот пару слов все. Так я уже все говорю, что
И в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. Азара бардым берет, чөбөгө жыйга астаммыты бардын. Берески салат. Билин ката тереппин куима багаччагана индиккана. Куи бала onu gelete. Betebit. Otçoğunu o. Ay o. Yükseli kefsettiler manna. Асен ушалар бахан ушалла. А так чай ягында чай разрешают. Чай пьёт только. О, пахай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у нее более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки, очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе, рано или поздно общество найдет в себе силы
оклематься от всего, что происходит, так сказать, и, наконец-то, посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами. На мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существуют политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать? Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то. Я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так 25, наверное, побольше, даже, может, 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какое-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь,
начала сентября, но сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот есть ли головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу, пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск. В Новосибирске 5 дней в СИЗО. И потом только в больницу. До Новосибирска тоже 1,5 дня, говорит, ехали. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было, он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот. Ну, примерно так же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, хрен не знает, куда это все там пошло. А он в камере одиночной содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня, и, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, которая его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее, но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стула там не было никакого. Ну и навис так над ним, стоя, да, вот прямо над ним, головой вот так, и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть.
Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими двумя. Под санитаром Ага, и... получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг Да, друга? прямо вот, вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что точнее Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. Мы с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Ну, вот будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр, не психолог даже, да, я не увидел, да, в нем что-то, что, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Ну вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Когда долго не видишь, долго не знаешь, где там чего человек, то, конечно же, это довольно, позитивно, хотя бы увиделись.
какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас, Сергей, от Кайлана, от Юджиш, Хонгара, Враздата, в общем, от всех я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях, это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания сцен насилия и так далее. Ну и так он там как-то вскользь прошелся, типа, ну вот экстремистского плана, там, ну блин, у нас нету этого Mein Kampf, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб почесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Кайланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути. Все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава у этой вот рубашки, или как это назвать. Я даже не... Одежду можно отправлять? Я вот это вот, какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Какая-то совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну мы не знаем. Ну то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что значит надо, наверное, вот так вот делать. Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачами. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас
перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Но сейчас получит первые две завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты поговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривал. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока шестимесячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го, помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, ну там 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. То есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он
живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее и тому подобное. То есть они эту, как врач говорит, что психологический портрет его им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, ну блин, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да? Слово не воробей. Уже сказал, значит, ну, блин, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы Да, приезжали к привозили. нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, ну, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, они, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. И чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, ну, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, типа, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу. А нет, надо оказываться на интенсивном наблюдении. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте все. И какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и ну как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, он все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще никто? Называет она себя профессором чего-то. Какой-то, ну, такое, знаете, вот, знаете, что какие-то высшие, все, потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы пытался поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками, да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него, потому что вот кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то.
Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять в среду. И это у них козырь в руках будет. Что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы, они его какие-то друзья там или кто-то. Хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто что-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть. Я им это объяснил. Я им объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе. Какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерик, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, ну, как бы его судьбу в том числе, что он попадет в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, какой-то, так сказать, да, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске.
не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании. При работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра Ильича, врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает приветы и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин-Якутск-Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там. Taksan ererim Dilibin ereunan Aylıktan kıddestin Min Allah'ım muhatin Geriden Allah sıfatın Tuhan salatılar Aylarım olgutun arıstan arançılar Septak solu ıyağını tolağım solunuz tularırlar Aylarım olgutun arıstan arançılar Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей. Так. Я сторонник шамана Александра Габы, ага. Это от вам, него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. Да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, знаю. в Новосибирске? Да, психбольнице знаю. А вы... И подвергается смертельной опасности. Там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, конечно. Я им позвоню.
Александр Причем Глебович, завтра же, да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. Ой. Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева. Свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да. А это просто Сергею. Это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Вот пару слов себе. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. Bilin kateterepin kuima varatsorna imikka. Kuiva on tiedetään. Betevit. Yumse vikefse killer manna. Asi no şöyle bir konu şöyle. Atak çay yerinde çay razрешают. Çay kötü tukaya. О, пока. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации, и по некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у нее более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки. Очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что
Он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают, что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе рано или поздно, но общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существуют политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН,
вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так, 25, наверное, побольше, даже, может, 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какое-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот если головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал его, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск. В Новосибирске 5 дней в СИЗО. И потом только в больницу. До Новосибирска тоже дня 1,5, говорит, ехать. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было. Он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот. Ну, примерно так же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет.
Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там пошло. А он в камере одиночный содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня. И, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, который его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним стоя, да, вот прямо над ним головой вот так и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими 2. Под санитаром. Получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг друга? Да, прямо вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом. Мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. Мы с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз, дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было.
Ну, опять же, Хорошо. слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Ну, вот будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, ну, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть как вот, когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр, не психолог даже, да, ну, я не увидел, да, в нем что-то, что, ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, сказать, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Ну, вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Ну, когда долго не видишь, долго не знаешь, где там чего человек, то, конечно же, это довольно, ну, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас, Сергеем, от Кайлана, от Юджиш, Хонгара, Враздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях, это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания сцен насилия и так далее. Ну и так он там как-то вскользь прошелся, типа, ну вот экстремистского плана, там, ну блин, у нас нету этого Mein Kampf, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб почесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Кайланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава у этой вот рубашки, или как это назвать? Я даже... Одежду можно отправлять?
Я вот это вот какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Какая-то совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. 15? Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать. Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачами. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Ну, сейчас получит первые 2 завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты проговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривал. Значит, ну вот расскажу эту историю.
смотрите, 26 июля старт вот его первого срока 6-месячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го, помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не на, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, ну там 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, ну и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Он, врач мне сегодня подтвердил, ну да, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. Ну то есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее и тому подобное. То есть они эту, как врач говорит, что психологический портрет его им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы да, приезжали к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, они, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. И чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, типа, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу. А нет, надо оказываться на интенсивное наблюдение. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте все. И какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание.
который будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. И надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и ну как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, вон все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, ну, такое, знаете, вот, знаете, что какие-то высшие силы за вами следят, ну, вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы пытался поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками, да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что вот кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то вот какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто чего-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть, я им это объяснил. Я ему объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе, какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерики, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, ну, как бы его судьбу в том числе, что он попадет, ну, в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, ну, какой-то, так сказать, да, ну, так сказать, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания.
Да. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании, при работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра Ильича, врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает привет и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там.
este Minalong muhatin Geri jangan seperti Tuhan salah telah Atebas sujibatin Ayunarim Wolgotun haruskan Arang celah Septak solu yang tolong Solo nusto darillah Ayunarim Wolgotun haruskan Arang celah Сейчас давайте мы подпишем то, что... Сергей, Так, я сторонник шамана Александра Габышева. Ага, Это от него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, в знаю. Новосибирской Да, психбольнице знаю. А и вы... подвергается смертельной Там, опасности. там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, конечно. Я им позвоню. Александр Причем завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. О! Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Угу. Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, я что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева. Свободу Александру Габышеву, Уру Яйхау. Да. А это просто Сергею. Это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Вот пару слов всего. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. бардым берет, диярген астамыты бардым. Берески салат. Bilin kateterepin kuima varatsorna nikkana. Kuvi baba onu tiedete. Betevit. Otsona ot. Joo. Jumse vikefset killer manna. Asin uşalar bakın uşalar. Atak çay yerinde çay разрешают. Чай это только. О, пока. Наконец-то.
2 раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у нее более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке Сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки, очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают, что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе, рано или поздно общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат.
Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? А нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так 25, наверное, побольше, даже может 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какое-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что-то такое, но явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот есть ли головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да.
Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск. В Новосибирске 5 дней в СИЗО. И потом только в больницу. До Новосибирска тоже 1,5 дня, говорит, ехать. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было, а он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот... Ну, примерно так же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там пошло. А он в камере одиночной содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня, и, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, которая его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общий вопрос обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним, стоя, да, вот прямо над ним, головой вот так, и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими 2. Под санитаром. И... Получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг друга? Да, прямо вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом. Мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть
Судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. И с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. В смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, вот в тот момент его не было. Опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр, не психолог даже, да, я не увидел, да, в нем что-то, что, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Когда долго не видишь, долго не знаешь, где там чего человек, то, конечно же, это довольно, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас, Сергей, от Крилана, от Юджиш, Хонгара, Враздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях, это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания сцен насилия и так далее. И так он там как-то вскользь прошелся, типа, экстремистского плана, там, у нас нету этого Mein Kampf, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая.
большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб почесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Каиланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать? Я даже... Одежду можно отправлять? Я вот это вот какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Только это совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать. Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачами. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Ну, сейчас получит первые 2 завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты поговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной,
Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы УНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, в камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы УНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривали. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока 6-месячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го. Помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, ну там 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. То есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее, и тому подобное. То есть они как врач говорит, что психологический портрет его, им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы приезжали к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого.
чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, ну, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему типа очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу, а нет, надо оказываться на интенсивном наблюдении. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и ну как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, ну все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, ну такое, знаете, вот, знаете, что какие-то высшие силы за вами следят, ну вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками. Да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что вот кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то вот какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто что-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть, я им это объяснил. Я ему объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе.
какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерики, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, ну, как бы его судьбу в том числе, что он попадет, ну, в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, ну, какой-то, так сказать, да, ну, так сказать, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании. При работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра Ильича, врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает привет и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели
Подадим конституционную жалобу, сообщает, на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там. Taksan erere Dili binere unan Aylattın kıttesti Minalong muhatin Gerijan laspatin Tuhan salatilah Basıl cematin Aylarım olgutun harıstan arangçılar Septak solu ıyağını tolağım solu mustular yıllar Aylarım olgutun harıstan Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей, Так, я сторонник шамана Александра Ага. Это от него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. Да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, знаю. в Новосибирской Да, психбольнице знаю. А и вы... подвергается смертельной опасности. Там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, конечно. Я им позвоню. Александр Причем Григорьевич, завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. О! Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, я что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева, свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да.
А это просто Сергею. Это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Вот пару слов себе. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое и спасибо да, вам. да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. бардым беретта чөбү диага деген астаммыты бардын берески салат билин хата тереппин куима багаччогона индикка куи бала онну келете бетебит очогона жүчөбү кепсеттилер манна Асен ушалар бахан ушалар. А так чай херында чай разрешают? Чай пьёт только. О, пахай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации, и по некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у него более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки, очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют. И к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет,
И люди пропадали, и убивали, и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе рано или поздно, общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну, как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые. Внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так, 25, наверное, побольше, даже, может, 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. Так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какое-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все.
И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии он. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот если головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск. В Новосибирске 5 дней в СИЗО. И потом только в больницу. До Новосибирска тоже 1,5 дня, говорит, ехать. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было, он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот. Ну, примерно так же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там пошло. А он в камере одиночной содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня, и, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, которая его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач
довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним, стоя, да, вот прямо над ним, головой вот так и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими 2. Под санитаром Ага, и... получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг друга? Да, прямо вот, вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом. Мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. И с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз, дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Ну, вот будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но
я не психиатр и не психолог даже, да, ну, я не увидел, да, в нем что-то, что, ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, сказать, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Ну, вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Ну, когда долго не видишь, долго не знаешь, где там чего человек, то, конечно же, это довольно, ну, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас с Сергеем, от Кайлана, от Юджиш, Хонгара, Вараздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях. Это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания, сцен насилия и так далее. Ну и так он там как-то вскользь прошелся, типа, ну вот экстремистского плана, там, ну блин, у нас нету этого Майнкампа, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб почесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Кайланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава у этой вот рубашки, или как это назвать? Одежду можно отправлять? Я вот это вот какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Только это совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать.
ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачками. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Но сейчас получит первые две завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты поговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественно-наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, в камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривал. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока шестимесячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го, помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, ну там 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, да, он такой
тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. Ну, то есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, ну, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее и тому подобное. То есть они эту, как врач говорит, что психологический портрет его им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, ну блин, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да? Слово не воробей. Уже сказал, значит, ну, блин, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы Да, приезжали к привозили. нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, ну, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, они, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. И чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, ну, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, типа, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу. А нет, надо оказываться на интенсивное наблюдение. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и ну как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, ну все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, ну такое, знаете, вот, знаете, что
какие-то высшие силы за вами следят, ну вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы пытался поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками. Да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что вот кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то вот какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в эту опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто чего-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть, я им это объяснил. Я им объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе. Какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерики, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, ну, как бы его судьбу в том числе, что он попадет, ну, в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, ну, какой-то, так сказать, да, ну, так сказать, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в свою пользу, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова.
адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне и по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании. При работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра, лечащего врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает привет и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там. Gördüm gün taksan ererim dili binere unan aylattan tutestim min alağımı hatim geriden Allah spati Tuhan salatullah Abdu basul jibatin Aylarım Volgotun haruskan Arang celah Septak solu yang tolong Solu nustular Allah Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей. Так.
Я сторонник шамана Александра Габышева. Ага. Это от вам- него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. Да, да, да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, знаю. в Новосибирской Да, психбольнице знаю. А и вы, подвергается смертельной там, опасности. там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, А, конечно. я им позвоню. Александр Причем завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. О! Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Угу. Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, я что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева, свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да. А это просто Сергею, это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Вот пару слов всего. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо. Так, поехали дальше. бардым берет, диğer astamıtı bardın. Bileşki salat. Bilin kata terepin kuyima bakacağına indikten. O kuvi baba onu gelete. Betevit. Sonra o. Ay. Yumuşalı kefsettiler manna. Asıl uşalar bakın uşalar. Atak çay herinde çay razışayot. Çay kötü tukaya. О, пахай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у него более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке Сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки. Очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и международные
организациям обращаются и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают, что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе рано или поздно, но общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Какие-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта, мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольки дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень.
огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором, там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так 25, наверное, побольше, даже может 30. Высокие потолки. Я зашел, там уже сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какое-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот если было окружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу, пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд, потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска, из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск, в Новосибирске 5 дней в СИЗО и потом только в больницу. До Новосибирска тоже дня 1,5, говорит, ехать, ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было. Он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все.
А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот Ну, его примерно внешне, так да? же. Вот я говорю, вот и внешне так, маску Мгм. приснял потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я Мгм. расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. М. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Мгм. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что Мгм. там, как. Ну, камеры на нас смотрели, Мгм. что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там Ага. пошло. А он в камере одиночный содержит или с кем-то там? Сейчас он пока Как? на карантине, он один. У него Мгм. карантин заканчивается где-то через 3-4 дня, и, Мгм. соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я Мгм. с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, Мгм. его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им Мгм. рассказал про Amnesty International, которая его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там Мгм. разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Мгм. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Мгм. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он Мгм. разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним, стоя, да, вот прямо над ним, головой вот так и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, Мгм. опять же, не было стула. Стула было всего лишь два, и еще было два под этими двумя. Под санитаром Ага. и... Получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг Да, друга? прямо Как? вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом. Мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям. Мгм. Он ориентируется в деле. То есть я ему напомнил, он Мгм. уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Мгм. Якутском Верховном суде вот Мгм. 23 сентября. Я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там Мгм. есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что точнее Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. Мы с Сашей говорили момент, чтобы он Мгм. обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи Ого. приезжают. Ничего себе. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз, дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые Мгм. назначают. Препарат тот же Мгм. самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели.
Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, ну, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Ну, опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Ну, вот будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, ну, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть как вот, когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Ну вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр, не психолог даже, да, ну, я не увидел, да, в нем что-то, что, ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, сказать, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Ну, вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Ну, когда долго не видишь, долго не знаешь, где там чего человек, то, конечно же, это довольно, ну, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас с Сергеем, от Кайлана, от Юджиш, Хонгара, Враздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях. Это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания, сцен насилия и так далее. Ну и так он там как-то вскользь прошелся, типа, ну вот экстремистского плана, там, ну блин, ну у нас нету этого Майнкампа, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб чесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Кайланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте.
завтра больница заберет и ему все доставит. По предметам гигиены, там, бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать? Я даже не Одежду можно отправлять? Я вот это вот какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Только это совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет, 15? про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать. Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачками. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Ну, сейчас получит первые 2 завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там, в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты проговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественно-наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, в камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать.
Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривал. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока шестимесячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26 июля. Помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Он, врач, мне сегодня подтвердил, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. То есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее и тому подобное. То есть они как врач говорит, что психологический портрет его им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы приезжали к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, они, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. Чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают. Оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, типа, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу. А нет, надо оказываться на интенсивное наблюдение. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте все.
и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, такое, знаете, вот, знаете, что какие-то высшие силы за вами следят, вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы пытался поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками. Да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать, я-то их убеждаю в этом, что это не так, но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто что-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть, я им это объяснил. Я ему объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе, какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерик, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, его судьбу в том числе, что он попадет в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, какой-то, так сказать, да, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз
И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в свою пользу, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. Они вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании, при работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра, лечащего врача, препараты ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает приветы и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там.
taqsan ererin Kilibin eraunan Aylattın köddestin Min alağım uhatın Geriden Allah sıfatın Kuhağın salatılar Attı basıldı batın Aylarım olgutun Paris'tan Arançılar Septak solu yanı tolağım solu Nustular yıllar Aylarım olgutun Paris'tan Arançılar Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей, Так, я сторонник шамана Александра Габышева. Ага, это от вам- него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. Да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, в знаю. Новосибирске. Да, психбольнице знаю. А И вы... подвергается смертельной Там, опасности. там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, да, А, конечно. я им позвоню. Александр Причем завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. О! Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Мгм. Рашиту, через Т. Мгм. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, я что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева. Свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да. А это просто Сергею. Это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Вот пару слов себе. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. Bilin qat etereppin mar kuima vagatchogna imikka. Kuiva on nyt tiedetään. Betevit. Yumuşalık killer manna. Asin uşalır bakın uşallah. Atak çay yerinde çay yazır şayet.
О, пока. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у него более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки, очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать. Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура, и много лет, и люди пропадали, убивали, и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе, рано или поздно общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Какие-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда.
Я бы оценил этот визит как позитивный, вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта, мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так 25, наверное, побольше, даже может 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. Так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какое-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот есть ли головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу, пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так
и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, Совсем уже на там лысо, да? волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд, потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска, из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск, в Новосибирске 5 дней в СИЗО и потом только в больницу. До Новосибирска тоже дня 1,5, говорит, ехать, ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было. А он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот его Ну, примерно внешне, так да? же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там пошло. А он в камере одиночный содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня. И, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, который его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним стоя, да, вот прямо над ним головой вот так смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими 2. Под санитаром. Ага, получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг друга? Да, прямо вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом. Мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там
когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке, не исключено, что точнее Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. Мы с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр, и не психолог даже, да, я не увидел, да, в нем что-то, что, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Когда долго не видишь, долго не знаешь, где там и чего человек, то, конечно же, это довольно, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас с Сергеем, от Кайлана, от Юджиш, Хонгара, Раздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях. Это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания, сцен насилия и так далее. И так он там как-то вскользь прошелся, типа, экстремистского плана, там, у нас нету этого Mein Kampf, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем.
Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб чесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Каиланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать? Одежду можно отправлять? Я вот это вот какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Какая-то совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать. Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачами. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Ну, сейчас получит первые 2 завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там, в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты проговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Я
он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, в камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, что-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривали. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока шестимесячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го, помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом просто стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, ну там 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. То есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее, и тому подобное. То есть они как врач говорит, что психологический портрет его им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы приезжали к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да,
в этих заключениях. Они, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. Чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, ну, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, типа, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу, а нет, надо оказываться на интенсивном наблюдении. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и ну как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, он все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, ну, такое, знаете, вот, знаете, что какие-то высшие силы за вами следят, ну, вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы пытался поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками, да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что вот кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то вот какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять в среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто что-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль
мы будем смотреть, я им это объяснил. Я им объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе. Какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерик, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, ну, как бы его судьбу в том числе, что он попадет, ну, в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, ну, какой-то, так сказать, да, ну, так сказать, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в свою пользу, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании. При работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра, лечащего врача, препараты ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает приветы и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет
проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. А рабочая защита в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там. Gördüm gün taksan ererim Dilibin raunan Aylıktan kötüstü Min Allah'u muhatin Geriden Allah sıfatı Tuhan salatullah Attı basıl cübatin Aylarım olgutun arıstan Arangçılar Septak solu yanı tolon Solu nustular yıllar Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей, Так, я сторонник шамана Александра Габышева. Ага. Это от него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. Да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, знаю. в Новосибирской Да, психбольнице знаю. А и вы... подвергается смертельной Там, опасности. там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, конечно. Я им позвоню. Александр Причем Григорьевич, завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. Ой. Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят
тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, я что да. передаю привет всем сторонникам Александра Габышева. Свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да. А это просто Сергею. Это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Может, пару слов себе. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. Bilin kate tereppin kuima varatsorna nimikka. Kuiva on tiedetään. Betevit. Otso on. Joo. Nyt se vikessä killer manna. Asi no şöyle bir bakın inşallah. Atak çay yerinde çay razрешают. Я это только. О, пока. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у нее более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки. Очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но
я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе рано или поздно, но общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существуют политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу, там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так 25, наверное, побольше, даже, может, 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая
байковое какое-то что-то типа такой рубашки, ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот есть ли головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу, пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд, потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска, из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск, в Новосибирске 5 дней в СИЗО и потом только в больницу. До Новосибирска тоже дня 1,5, говорит, ехать, ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было. Он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот. Ну, примерно так же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там пошло. А он в камере одиночный содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня. И, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, который его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей,
Есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним, стоя, да, вот прямо над ним, головой вот так, и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими двумя, под санитаром. Ага, И... получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг друга? Да, прямо вот, вот я, вот он, так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да, прямо совсем рядом, мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что точнее Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. И с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Ну, вот будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да.
но я не психиатр и не психолог даже, да, ну, я не увидел, да, в нем что-то, что, ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, сказать, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Ну, вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Ну, когда долго не видишь, долго не знаешь, где там и чего человек, то, конечно же, это довольно, ну, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас, Сергеем, от Кайлана, от Юджиш, Хонгара, Враздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях. Это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания сцен насилия и так далее. Ну и так он там как-то вскользь прошелся, типа, ну вот экстремистского плана, там, ну блин, ну у нас нету этого Майнкампа, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб чесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Кайланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая растает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава у этой вот рубашки, или как это назвать? Одежду можно отправлять? Я вот это вот, какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там, уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Какая-то совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. 15? Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать.
ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачами. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Ну, сейчас получит первые две завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты проговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривали. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока 6-месячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го, помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, ну там 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, он такой
тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. Ну, то есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, ну, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее и тому подобное. То есть они эту, как врач говорит, что психологический портрет его, им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, ну блин, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, ну, блин, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы Да, приезжали привозили. к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, ну, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, они, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. И чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, ну, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, типа, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу. А нет, надо оказываться на интенсивном наблюдении. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и ну как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, вон все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, ну такое, знаете, вот, знаете, что
какие-то высшие силы за вами следят, ну вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы пытался поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками. Да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что вот кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать, я-то их убеждаю в этом, что это не так, но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто что-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть, я им это объяснил. Я им объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе, какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерики, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, ну, как бы его судьбу в том числе, что он попадет, ну, в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, ну, какой-то, так сказать, да, ну, так сказать, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в свою пользу, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова.
адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании. При работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра Ильича, врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает приветы и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд в общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там. Tafsan erere Dili binere unan Aylattın köttesti Min Allah'ım muhatin Gericen Allah sıfatın Tuhan salatılar Aylarım olgutun haruskan arang celah Septak solu ıyangı tolong solu mustular yallah Aylarım olgutun haruskan arang celah Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей. Так,
Я сторонник шамана Александра Габышева. Ага. Это от вам, него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишникова. Да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, знаю. в Новосибирской Да, психбольнице знаю. А вы и подвергается смертельной опасности. Там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, конечно. Я им позвоню. Александр Причем Габышев. завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. О! Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева, свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да. А это просто Сергею, это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз большущий привет от меня там. Вот пару слов всего. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое и спасибо да, вам. да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо. Так, поехали дальше. Bilin kate terepin kuima varatsorna nimittäin. Kuiva on tiedetään. Betevit. Жұмсы векерсет келдер манна. Ася нушалар баханушалар. А так чай heranda чай разрешают? Чай пьет только. О, пахай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у нее более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки. Очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и международные
организациям обращаются и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают, что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе рано или поздно, но общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и историческую что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольки дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень.
огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором, там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то. Я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так, 25, наверное, побольше, даже, может, 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какое-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот если головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал его, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск. В Новосибирске 5 дней в СИЗО. И потом только в больницу. До Новосибирска тоже 1,5 дня, говорит, ехать. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было, он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все.
А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот Ну, его примерно внешне, так да? же. Вот я говорю, вот и внешне так, маску Мгм. приснял потом. Ну вот примерно то, что было в сентябре. Я Мгм. расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. М. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Мгм. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что Мгм. там, как. Ну, камеры на нас смотрели, Мгм. что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там Ага. пошло. А он в камере одиночный содержит или с кем-то там? Сейчас он пока Как? на карантине, он один. У него Мгм. карантин заканчивается где-то через 3-4 дня, и, Мгм. соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я Мгм. с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это ну, непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, Мгм. его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им Мгм. рассказал про Amnesty International, которая его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там Мгм. разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Мгм. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Мгм. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он Мгм. разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним, стоя, да, вот прямо над ним, головой вот так и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, Мгм. опять же, не было стула. Стула было всего лишь два, и еще было два под этими двумя. Под санитаром Ага. и... Получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг Да, друга? прямо вот, вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям. Мгм. Он ориентируется в деле. То есть я ему напомнил, он Мгм. уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Мгм. Якутском Верховном суде вот Мгм. 23 сентября. Я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там Мгм. есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там, когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке. Не исключено, что точнее Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. Мгм. Мы с Сашей говорили момент, чтобы он Мгм. обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи Ого. приезжают. Ничего себе. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз, дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые Мгм. назначают. Препарат тот же Мгм. самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели.
Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, ну, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Ну, опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Ну, вот будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, ну, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть как вот, когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр, не психолог даже, да, ну, я не увидел, да, в нем что-то, что, ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, сказать, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Ну, вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Ну, когда долго не видишь, долго не знаешь, где там чего человек, то, конечно же, это довольно, ну, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас, Сергей, от Кайлана, от Юджиш, Хонгара, Враздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях. Это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания сцен насилия и так далее. Ну и так он там как-то вскользь прошелся, типа, ну вот экстремистского плана, там, ну блин, у нас нету этого Mein Kampf, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем. Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб почесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Кайланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте.
завтра больница заберет и ему все доставит. По предметам гигиены, там, бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать, я даже не знаю. Одежду можно отправлять? Я вот это вот какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Только это совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. 15? Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать. Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачами. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых, еще попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Ну, сейчас получит первые 2 завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты проговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, в камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу белья. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать.
Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривал. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока шестимесячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го, помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. То есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее и тому подобное. То есть они как врач говорит, что психологический портрет его, им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы приезжали к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да, в этих заключениях, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. И чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу. А нет, надо оказываться на интенсивное наблюдение. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте все.
и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, такое, знаете, вот, знаете, что какие-то высшие силы за вами следят, вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками. Да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в эту опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто что-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль, мы будем смотреть, я им это объяснил. Я ему объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе, какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерики, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, его судьбу в том числе, что он попадет в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, какой-то, так сказать, да, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз.
И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, Делать в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании. При работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра Ильича, врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает привет и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. О работе защиты в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там.
taqsan ereren Dilibin eravuna Aylattın tutdestin Min olağım uhatın Gerican Allah sıfatın Tuhan salatıyla Attı basıldı batın Aylarım olgutun Paristan Arancılar Septak solu ıyangı tolağım solunuz tutarıllar Aylarım olgutun Paristan Arancılar Сейчас давайте мы подпишем то, что... Сергей, Так, я сторонник шамана Александра Габышева. Ага, Это от него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, в знаю. Новосибирской Да, психбольнице знаю. А и вы... подвергается смертельной Там, опасности. там есть телефон? А? Там есть телефон Прянишникова? Есть, конечно. Я им позвоню. Александр Причем завтра же, да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. О! Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Угу. Рашиту, через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот подозреваю, я что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева, свободу Александру Габышеву, Уру Яйхал. Да. А это просто Сергею, это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Вот пару слов себе. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. Bilin katetereppin kuima varatsorna nimittäin. Kuiva on tiedetään. Betevit. Nyt se vikepset killermanna. Ася нушалар баха нушалла. А так чай heranda чай разрешают.
О, пахай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у него более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке Сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки, очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают, Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали, и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе, рано или поздно общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда.
я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, так сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые, внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором, там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так, 25, наверное, побольше, даже, может, 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. Так на нем была одета какая-то типа такая байковая, какой-то что-то типа такой рубашки. Ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что-то такое, но явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот есть ли головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так
и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже на там лысо, волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск. В Новосибирске 5 дней в СИЗО. И потом только в больницу. До Новосибирска тоже дня 1,5, говорит, ехать. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было, он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот его Ну, примерно внешне, так да? же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, хрен знает, куда это все там пошло. А он в камере одиночной содержит или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня, и, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, которая его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей, есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он разговаривал стоя, но, правда, стул там не было никакого. Ну и навис так над ним стоя, да, вот прямо над ним головой вот так и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими 2. Под санитаром. И... Получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг друга? Да, прямо вот я, вот он. Так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да. Прямо совсем рядом. Мы могли довольно там тихо пообщаться и так далее. Все документы, все, что там мы запланировали, подписали, он подтвердил дальнейшее прохождение по инстанциям, он ориентируется в деле, то есть я ему напомнил, он уточнил у меня лишь, что не окончательное ли у нас вот это вот было решение в Якутском Верховном суде, вот 23 сентября, я ему пояснил еще раз, что сейчас у нас следующая инстанция – это Кассационный суд, 9-й Кассационный суд общей юрисдикции. Ольга Михайловна, кстати, по этой процедуре уже звонила врачу. Там есть некие нюансы, потому что больница в Минздраве, и там нет видеоконференц-связи судебной. Соответственно, нам, точнее не нам, ну, сейчас будем думать, как это все там
когда суд зарегистрирует дело вот во Владивостоке, не исключено, что точнее Владик поедет в Новосибирск. Ну, то есть судьи могут поехать из Владивостока в Новосибирск. И с Сашей говорили момент, чтобы он обязательно, когда у него будет уведомление о суде, заявление дал, что он хочет в нем участвовать, а дальше уже будем разбираться с судом. В общем, в эту больницу довольно часто выезжают на выездные заседания, даже из Таджикистана судьи приезжают. Поэтому будут как-то, я думаю, разберутся. По препарату. Вот тот препарат, который есть, мы сегодня подписали у Александра еще раз дополнительно к тому, что было, новые согласия на то, чтобы нам с Ольгой Михайловной давали информацию по препаратам, которые назначают. Препарат тот же самый, такая же форма ввода используется вот через инъекции продленного действия на 2 недели. Сначала врач меня заверил, что тот же самый препарат, он сказал, что мы посмотрели медицинские документы из ЕРПНД, из Якутска, которые передали, не видим оснований назначать ему более жесткую терапию. Я уточнил у Саши, как ему дают. Он подтвердил то, что врач говорит. И Саша при этом был один. Ну, то есть, в смысле, врача рядом не было. Врач приходил, уходил, короче, вот в тот момент его не было. Опять же, слова Саши, слова врача, плюс его внешнее визуальное состояние. Ну, вот будем надеяться, что никакого усиления терапии не делается. Есть, конечно, много будет сейчас версий, что да, наверняка там специально к моему визиту его подготовили. Нельзя ничего исключать, я небольшой специалист в этом, буду консультироваться, сейчас общаться с психиатрами, они мне будут объяснять еще раз, как этот препарат действует, как у него отмена срабатывает, как быстро человек из него потом, из этого состояния выходит, да. Сейчас я все подробно расспрошу, вот именно исходя из того, что я увидел, что я услышал, и по времени, да, то есть когда мне позвонили, пригласили на свидание, когда свидание состоялось, вот как вот что-то могли ли быть какие-то маневры, да, предприняты для того, чтобы там как-то отменить, чтобы я не увидел чего-то. Но вот Саша вот так говорит. Я очень внимательно, еще раз говорю, с ним поговорил прям, чтобы он отвечал на какие-то вопросы, да. Но я не психиатр и не психолог даже, да, я не увидел, да, в нем что-то, что, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Не будем, зарекаться, да, не будем с полной уверенностью об этом говорить. Ну вот я говорю, мое чисто впечатление, да, от этого визита в целом, оно более-менее такое. Когда долго не видишь, долго не знаешь, где там чего человек, то, конечно же, это довольно, позитивно, хотя бы увиделись, какой-то контакт, да, был вот такой визуальный. Расспрашивал про всех, абсолютно. Мы абсолютно, вот чем, как говорится, кто просил передать привет, а я от всех передал, от вас, Сергеем, от Крилана, от Юджиш, Хонгара, Враздата, в общем, от всех, я могу кого-то забыть. Там прям длинный список, я вчера специально составлял, у меня такой блокнот, я специально составлял, что кому там про собаку рассказал, про то, что она у вас живет, все, как бы он посмеялся. Просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Книги можно слать, но чтобы не было голых женщин, это как врач сказал в иллюстрациях. Это вот его слова передаю. Дальше насилие, в частности, и фотографии, картинок с насилием, сцены описания, сцен насилия и так далее. И так он там как-то вскользь прошелся, типа, экстремистского плана, там, у нас нету этого Mein Kampf, поэтому мы ничего такого отправлять, естественно, не будем.
Отдельно я поговорил по поводу книги по истории России. Есть у меня одна задумка, какую книгу отправить. Зыгоря. Книжка есть такая, большая, толстая, Михаил Зыгоря. Вот, отправим. Ну и вот он просил фантастику какую-то. Давайте подумаем, да, что как-то, да, там, наверное, стоит ее... Ой, я опять лоб почесал. Значит, нужно отправить книги. По поводу одежды теплой ничего не просил. Он знает, ну, разговор у него был с Каиланой по поводу того, что нужно теплую одежду прислать. Он знает, что одежда в пути, все. Значит, про посылки я ему рассказал, что посылки раз в неделю, по вторникам. Завтра, говорю, жди 2 посылки. Это будет моя посылка и посылка от Марины Куимовой. Они там небольшим интервалом отправлены, но вот обе сейчас его там дожидаются на почте. Завтра больница заберет и ему все доставят. По предметам гигиены, там бритвы всякие и прочие ему дают. Это все есть. Ну, там такая небольшая, видно, небольшая щетина, там, ну, не борода еще, но такая отрастает. Ну, как-то. В общем, более-менее опрятно, но мне не понравилась, конечно, одежда. Какие-то рваные рукава у этой вот рубашки, или как это назвать? Я даже... Одежду можно отправлять? Я вот это вот какая-то сложная история там с этой одеждой. Они мне сказали только лишь под вот эту вот верхнюю, которая, ну, там уличная, чтобы гулять ему и так далее. Но пока у него что-то есть, какая-то роба какая-то, не знаю. Вроде не грязно, все, но вот это... Короче, пришлют, там посмотрим. Я отдельно буду еще с врачом говорить, там немного стеснены были этими санитарами и так далее, относительно того, чтобы все-таки как-то поопрятнее дали одежду, если она у них есть, если это обязательно. Потому что, ну, мне не понравился этот рваный рукав, абсолютно. Только это совсем. Алексей, а ограничения в посылках есть, например, 1, 2, 3 посылки, там 10 килограмм? Про это ничего нет. Про это ничего нет. Про ограничение по количеству посылок. Да, 5 килограмм каждая посылка. Сейчас будем из посылок вот как, ну, как сформировать это все. Потому что передачи, вот я разговаривал, да, я говорю, когда это случится-то, что закончится вот эта вся эта фигня, они говорят, ну, мы не знаем. Ну, то есть у них вот эти система с посылками якобы введена только исключительно из-за того, что вот этот ковид, да, им вот показалось, что, значит, надо, наверное, вот так вот делать. Ну, делать вот эти вот посылками это именно отправлять, а не передачами. Поэтому я даже не знаю, сколько это продлится, поэтому сейчас будем слать все посылками. Значит, сегодня я поговорил с Виктором Эльфом, знаете, да, там в Новосибирске. Нам встретиться, к сожалению, не удалось, потому что там уже тяжко было по времени, и там пробки были в Новосибирске. Я ему сейчас перешлю деньги на очередную посылку, которую будет он закупать в четверг-пятницу. Он как раз выходной, у него будет по работе, и, соответственно, сможет все сформировать. Сейчас я там ему отдельно попрошу, чтобы он там положил орехов кедровых еще, попробуем сыр просунуть, твердый какой-нибудь, хороший швейцарский, вот в таком плане. Вот. Ну, сейчас получит первые 2 завтра, уже будет полегче с этим делом. Завтра с врачом поговорю, спрошу, там, в конце дня ему наберу, получил ли он посылки, да, и все там, вот эти все моменты проговорим с ним. Ну и по поводу белья, вот этого всего, он сам ничего не просит, еще раз тоже там через врача этот вопрос поговорим, чтобы, ну, как-то обеспечить его этим. Сейчас я где-то вчера писал, или ночью сегодня, да, в каком-то чате. Сейчас важно создать ему бытовые условия более-менее, да, чтобы хоть какое-то там питание, ну, добавок к тому, что он там получает, да, он получал какое-то разнообразие. И важно, ну, как, понятно, контроль. Я
он не пустил к себе ОНК, вот эту общественную наблюдательную комиссию, потому что он не знал, что это, ну, как бы не ориентировался. Он ждал встречи со мной. Сегодня мы встретились, я ему подтвердил, что надо, чтобы ОНК пришли, чтобы они осмотрели его бытовые условия. Потому что меня не допускали в эти помещения, в камеры, ну, в эти палаты, да, как они их называют. Соответственно, надо, чтобы ОНК пришли, посмотрели бытовые условия и так далее. И вот эти вот моменты все протрясти по поводу меня. А вот люди спрашивали, вот им в палате, в камере, что можно, что нельзя. У них там есть по расписанию, да, распорядок дня, завтрак, обед, ужин, да, вот эти все, ну, какие-то медицинские, да, вот эти вот мероприятия, обходы, прием препаратов и так далее. А так прогулка будет, и можно в свободное время читать можно. У них есть библиотека, он сказал. Ну вот, чего-нибудь интересненькое лучше ему, так скажем, отдельно передать. Рассказал я ему про ЕСПЧ, что у нас на первую на госпитализацию жалоба в ЕСПЧ ушла, что сейчас готовимся к суду. Он подтвердил, что дальше нужно судиться, кассация, Верховный суд и так далее. Ольга Михайловна ему звонила по этим процедурным моментам. Все это подтвердил. Ну, что там еще такое обсуждалось? Да, в общем-то, по большому счету, наверное, и все. Там с врачом потом отдельно разговаривали. Значит, ну вот расскажу эту историю. Смотрите, 26 июля старт вот его первого срока 6-месячного вот этого до освидетельствования следующего. Я ему сказал, не надейся, как у тебя это было 26-го. Помните, как в конце июля? Он думал, что его отпустят. Когда ему эти сказали, ЕРПНД, что они его отпустят, но они ему дальше всю историю не рассказали, что отпустили они, приняли другие. Я ему говорю, не надо, вот тут вот понимай заранее, что настраивайся, чтобы это потом стресс будет просто. Если вот сейчас опять будет в эйфории, что вот 26-го, ну там 20-х числах января 22 года, что вот свобода. Ну нет, вот точно нет, но это хороший промежуточный этап. Ну как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Я говорю, если на вас не будет оказываться давление, я у него спросил, как у вас, то пусть комиссия, решает, видит, смотрит эту всю историю, да, его. И я говорю, и вы-то сами, во-первых, специалисты, вы же видите человека, что он из себя представляет. Врач мне сегодня подтвердил, он такой тихий, спокойный, философствует, где-то на прогулке там отдельно чего-то как-то. То есть он говорит, там есть пациенты, извините меня, могут испражняться в палате прям специально на зло, да, еще там чего-то. Здесь я говорю, вы, во-первых, понимаете, что это не так, что это не такой человек, что он очень спокойный, все. Они видели документы выписные, да, вот эти все, где описывается и экспертиза, где описывается, что он живет с сестрой, что там дети у нее, что он за ними ухаживает, помогает по дому и так далее и тому подобное. То есть они как врач говорит, что психологический портрет его им ясен, что это спокойный человек, от которого не нужно ожидать каких-то неожиданностей. Уже, хотя бы на словах он мне это подтверждает, врач, да, слово не воробей. Уже сказал, значит, значит, все так и должно быть, да, и твоя позиция не должна меняться. Я им передал специально вот этих вот двух знаменитых этих авторитетных психиатров, точнее, одно заключение 4, второе 3, это вот Савенко, Виноградов, которые к нему в 2019 году приезжали, мы приезжали к нему. Заключение сейчас они давали весной 2021 года по делу уже по уголовному. Я говорю, пожалуйста, ознакомьтесь, я сдал сопроводительное письмо, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием, внимательно изучите и используйте это при определении терапии, при назначении препаратов и так далее. Ориентируйтесь на это. Там самая основная мысль, которая сквозила у всех, да,
в этих заключениях. Они, собственно, мы же всегда об этом говорили, что он не представляет опасности для себя и окружающих, или особой опасности для общества, как сейчас это. Нету в нем этого. И чтобы они внимательно обратили внимание на вот эти мысли, которые излагают эти специалисты авторитетные, и, соответственно, сами тоже, как говорится, головой думали, а не только читали то, что якутские специалисты, назовем их так, понаписали у себя. Потому что, ну, на самом деле, они тоже себе противоречат. Они его лечили, потом выпускают, оказывается, он у нас такой весь положительный, и распорядок соблюдает, и лечение ему, типа, очень на пользу пошло, да, положительная динамика, можно выпускать его на амбулаторное наблюдение, а тут бац, и постановление суда уже, да, по уголовному делу. А нет, надо оказываться на интенсивном наблюдении. Я им сказал, я говорю, смотрите внимательно, сопоставляйте и какие-то решения для себя сами уже формируйте в голове. Вам только от этого будет плюс по жизни. Поэтому сейчас вот не знаю, что случится вперед. Надеюсь, что все-таки кассация. Следующий рубеж у нас это либо кассация, либо комиссия в январе. И, соответственно, суд. Там это дальше, после вот этой комиссии, будет судебное заседание, которое будет рассматривать вот этот вопрос относительно того, продлевать или нет интенсив, либо переводить просто в специализированную организацию без интенсивного наблюдения, либо еще что-то. Надеяться я бы не стал на то, что вот прям возьмут и сразу освободят. Я не буду такие надежды, потому что это все до него в итоге доносится. Я ему это объяснил, говорю, не надо пустых надежд, чтобы не расстраиваться потом, чтобы не было вот этого стресса потом какого-то, да. Как это было, кстати говоря, в июле. Совершенно неправильно его настроили в диспансере в этом якутском. Могли бы и, грубо говоря, и ну как-то все-таки подъяснить, да. Он не юрист, поэтому нюансов не знает. Они его там, ну все, мы тебя выписываем. Вот, поэтому следующие вот такие у нас этапы будут. Что будет вперед, посмотрим. Чего еще мы обсуждали? Обсуждали, чтобы вокруг больницы не было истерики. Мне показали, какие-то там были письма, какой-то, я не помню кто, называет она себя профессором чего-то. Какой-то, ну такое, знаете, вот, знаете, что какие-то высшие силы за вами следят, ну вот это все. Потом какой-то товарищ на прошлых выходных, неделю назад, какой-то крест там возле здания больницы поджечь. Вот меня сейчас опять начнут кидаться всякими штуками. Да? Не надо в больнице создавать вот этот негатив. Весь негатив в итоге будет выливаться на него. Потому что вот кто-то, да, будет приходить от его имени чего-то там козырять, либо какие-то письма странные писать, или еще что-то. Это все такова психология людей в целом. А в частности и у психиатров, да, которые, они же в целом смотрят и на окружение в том числе. Вот его надо освободить. А в какое он окружение попадает? Они-то думают, что это какие-то вот какие-то экзальтированные чуваки, которые приходили или что-то писали, они могут думать. Я-то их убеждаю в этом, что это не так. Но они могут думать, что это его какое-то близкое окружение, и что он попадет в это опять среду. И это у них козырь в руках будет, что его не надо выпускать, потому что у нас вокруг больницы что творится, они говорят, что они его какие-то друзья там или кто-то, хотя наверняка вот уж хотя бы те, кто крутился, и те, кто что-то там такое писал, наверняка его даже не видели в глаза. Да. Вот эта вот здравая часть, да, большинство, я уверен, людей, которые его поддерживают, вот это нужно им показать какое-то вот спокойствие, да, и в то же время то, что будет контроль
мы будем смотреть, я им это объяснил. Я ему объяснил, какие организации врачу, да, за ним следят, да, международные в том числе. Какие СМИ за ним следят. Посоветовал почитать СМИ, публикации про него. С одной стороны, будем контролировать, да, вот это все. Я по-своему, народный, как говорится, контроль общественный, по-своему. А с другой стороны, чтобы мы выглядели, знаете, как-то вот так спокойно, солидно, да, без истерики, без суеты, чтобы все понимали, что вот у него его круг, вот тот его реальный круг, а это так и есть, что это нормальные люди, да, что им можно доверять в какой-то момент, да, ну, как бы его судьбу в том числе, что он попадет ну, в это вот спокойное окружение, которое не будет его на что-то провоцировать и так далее. Это я не говорю, что вот он такой, да, весь, ну, какой-то, так сказать, да, ну, так сказать, не самостоятельный, что вот. Нет, я говорю про их логику, про логику врачей, которые будут обсуждать это все каждый раз. И, соответственно, они будут вот это вот плюс-минус, вот эти вот козыри, да, в пользу того, что надо оставлять, либо в пользу того, что надо освобождать. Нам надо показать, что мы вокруг него разумные люди собрались. А не вот это вот сжигание крестов там и так далее и тому подобное. Как-то вот так вот, такой у меня, как говорится, спич по поводу этого воззвания. Он о себе создал положительное впечатление. Я врача за язык не тянул. Он все объяснил. Ну, сказал, да, как вот он его видит, его портрет. Вот, соответственно, как говорится, это уже большой плюс. В том, что вот те силы, да, которые вот будут пытаться его удерживать и так далее, чтобы вот эти козыри из этих вот рук выбивать. Новости от Алексея Пряничникова, адвоката Александра Габушева. Сегодня удалось встретиться, он сообщает, что ему удалось встретиться в Новосибирской психоневрологической больнице с интенсивным наблюдением с якутским шаманом Александром Габушевым. Свидание длилось 30 минут. Чисто внешне по общению находится в том же состоянии Александр, в котором видели его последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании, при работе с документом самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра, лечащего врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали. Неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет. Все четко помнит. Всем, кто его поддерживает и переживает за него, передает привет и благодарит за поддержку. Обнял меня и просил передать, что это для всех. Про этап ехал 2 недели. Сначала поезд Столыпин из Якутска в Иркутск, где 6 дней содержался в СИЗО в одиночной камере. После этого снова поезд до Новосибирска, где сначала 5 дней снова был в СИЗО, а уже оттуда в больницу. Ни в каком Санкт-Петербурге он не был, в связи с чем привет клоунам из YouTube, рассказывающим ради хайпа и донатов про его нахождение в каких-то питерских подвалах. Из позитивного лечащий врач производит впечатление как доброжелательный человек. Будем наблюдать. В конце января 2022 года истекает первые 6 месяцев лечения, в связи с чем будет
проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра. А рабочая защита в течение этой недели подадим конституционную жалобу, сообщает на принудительное лечение на 9-й кассационный суд общей юрисдикции. Будем доказывать нашу правоту там. Gördüm gün taksan ererim dili binere unan aylattan kötestin min alağımı hatin geri canlı spatı Tuhan salatlah attı basıl cümatin aylarım olgutun harıstan arangçılar septak solu yanı tolağım solu nustular yallah Сейчас давайте мы подпишем, потому что... Сергей, Так, я сторонник шамана Александра Ага, это от вам- него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишника. Да. Вы, наверное, знаете, что он находится Да, в знаю. Новосибирской Да, психбольнице знаю. А и вы... подвергается смертельной Там, опасности. там есть телефон? А? Там есть телефон Пряничникова? Есть, А, конечно. я им позвоню. Александр Причем Григорьевич, завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. О! Пару слов не могли бы сказать в его поддержку? Ну так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что Да. хотя вы атеист, Да, считаете конечно. его своим другом. Безусловно. Вот. Ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, Мгм. Рашиту, через Т. Мгм. Сейчас нас смотрят
тысячи сторонников по всей России. Да, я Вот, подозреваю, я что да. передаю привет всем сторонникам Александра Габышева, свободу Александру Габышеву, Уру Яйхау. Да. А это просто Сергею, это мне. Хорошо. Счастливо, уважаемые. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Вот, пару слов всего. Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое И спасибо да, вам. да, да, но он Мое уважение. для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше. Bilin kate tereppin kuima varatsorna nimikkoon. Kuiva on tiedetään. Betevit. Nyt se vikepset killer manna. Asin ushalik bakan ushalla. Atak çay herinde çay razırşayot. Çay kötü tukay. О, покай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации, и по некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у нее более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки. Очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают, что-то делают. Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но
я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе рано или поздно, общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Я зашел, там же сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. А просит книги, фантастику и исторические что-нибудь. Что-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать. Ну, как, врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Я бы оценил этот визит как позитивный. Вообще, ну, его результат. Сейчас расскажу. Конечно, там кто-то может начать говорить, что я там кого-то успокаиваю, убаюкиваю и так далее, да? Нет, речь не об этом. У нас были, как говорится, мы обсуждали вопросы такие с врачом относительно того, как нам, как можно, сказать, больше максимально обезопасить Александра, да, чтобы он, вот этот вот удар все-таки был минимизирован. Сейчас расскажу, что для этого делалось. Ну, в целом как? Ну, продлилась вся эта, мой весь этот визит, там, включая вообще все эти нахождения в каких-то таких отстойниках, прохождение 6 там или скольких дверей железных. Там все, собственно, как в тюрьме, да? Все это длилось где-то часа полтора в общей сложности, там ближе, наверное, час 40, скорее всего. Первым делом мы встретились с Александром. Ну, опишу, как это все, да. Большая территория очень. Огромные заборы вот эти вот 5-метровые. Внутри даже, там как-то внутри по территории все это еще разгорожено. У них какие-то котельные и гаражи тоже за каким-то огромным забором. Там сверху колючка, какие-то трубы металлические еще пропущены, полутрубы такие, полукругом. Ну, все довольно серьезно. На входе все тоже, вся такая же система пропусков, как в СИЗО, например, да. То есть, ну, поскольку, понятно, охраняет ФСИН вот эту больницу. А дальше уже идешь, уже тетеньки, дяденьки, врачи, такие уже, ну, грубо говоря, да, там не такие жесткие, как все эти военные люди. Встречал меня подполковник какой-то, все проводил к врачу. Довольно большая территория, по ней мы прошли, все это в лесу. Там кругом какой-то смешанный лес такой, сосны и все остальное. И лиственные всякие породы. Значит, дальше здание отдельное какое-то, я уж не знаю, что там за назначение, но в этом здании есть комната для свиданий. Где-то квадратов, наверное, так 25, наверное, побольше, даже может 30. Высокие потолки. Я зашел, там же сидел Саша. Значит, на нем какая-то была куртка рядом, ну, висела на стуле, какая-то такая плотная, ватная, да, какая-то стеганая такая, ну, нормального более-менее вида. Видимо, там выдают. Поскольку ему начали уже позволять прогулки по 30 минут в день, он гуляет. А так на нем была одета какая-то типа такая
байковое какое-то что-то типа такой рубашки, ну, рваненькое достаточно все. И штаны такие же, какие-то клетчатые, серенькие. То есть не какая-то, не роба прямо, да, вот это вот, как мы привыкли, да. Но вот, тем не менее, вот что-то такое, ну, явно не очень хорошая вся эта одежда. Ну, все, собственно, что, приступили к разговору. Как я уже у себя писал, в общем, примерно каким он был, да, конец уже июля, когда вот все-таки ему убавили эти препараты, да, и сентябрь, начало сентября, ну, сколько мы могли видеть его там в СИЗО и на видеоконференц-связи, на трансляции в суде, поскольку он из СИЗО выходил в суд, примерно в таком же состоянии он. То есть, как я говорил, нет какой-то гиперактивности подозрительной в нем, но и заторможенности нет. Я его подробно расспросил о том, как он себя чувствует, по состоянию, вот есть ли головокружение, вот эти вот признаки, симптомы, которые у него были вот летом, да, так скажем, весной и летом. Он сказал, что все нормально, нормально себя ощущает. Ну, потестировал, у меня было 6 документов различных, о них я потом буду уже рассказывать, совсем потом, когда они запустятся у нас в работу пойдут. Он их подписал четко, своей подписью, фамилию, имя, отчество написал, и сам, самое главное, поставил даты. То есть он ориентируется во времени, да, то есть как-то, ну, слава богу, более-менее. Ну, я говорю, что, в принципе, вот каким он был в сентябре, да, в первых числах, так и есть по внешнему виду, поведению. На лысо его подстригли, уже там волосы отрастают, да. Как он ехал, я расписал. 1,5-2 дня ушло на дорогу до Иркутска. Столыпин этот поезд. Потом дальше он там находился 6 дней в СИЗО Иркутска. Из них 5 дней в одиночке. Дальше поехал в Новосибирск. В Новосибирске 5 дней в СИЗО. И потом только в больницу. До Новосибирска тоже дня 1,5, говорит, ехать. Ну, так, побыстрее. Ну, соответственно, я его еще раз переспросил, никаких городов других не было, он мне пояснил, да, ничего, а то я говорю, там вот некоторые фантазируют про Питер и так далее и тому подобное. Не надо вот этих всех фантазий, хватит хайпа на этом деле, хватит сборов непонятно на что, которые ведутся на этих каналах, где вот эту всю чушь рассказывают. Я прямо жестко настаиваю на этом, прекратите вот это все. А вот как он похудел или как вот физически, ну вот общее вот... Ну, примерно так же. Вот я говорю, вот и внешне так маску приснял, потом, ну вот примерно то, что было в сентябре. Я расспросил, понятно, тут рядом сидит санитар и охранник синовский. Расспросил, есть ли претензии какие-то по питанию, по обращению, еще что-то. Сказал, что ничего нет. Вот. Ну, так вроде бы на них не поглядывал. Они тоже какие-то достаточно отрешенного вида были, такие там, сами в себе где-то загруженные сидели. Сложно сказать, что там, как. Ну, камеры на нас смотрели, что там дальше, как все это дело происходило, я не знаю, куда это все там пошло. А он в камере одиночной содержится или с кем-то? Сейчас он пока на карантине, он один. У него карантин заканчивается где-то через 3-4 дня, и, соответственно, уже будут переводить в камеру какую-то общую, там, где 3-4 человека. Я с врачом разговаривал, я ему сказал, ребят, это непростой пациент, за ним следит общественное мнение, следят СМИ, его делом занимаются международные организации авторитетные. Я им рассказал про Amnesty International, которая его признала узником совести. Просил, чтобы все-таки каким-то образом нашли возможность с лицами, которые совершали насильственные преступления, еще что-то такое, да, все-таки его не помещать. Там разные статьи есть у людей,
Есть полегче, да, вот надо смотреть. Ну, Мгм. врач довольно доброжелательный такой, впечатление доброжелательного произвел. Мгм. Как мне показалось, и с Александром он так разговаривает довольно тоже мягко и так далее. Но интересно, когда пришел к нам врач, мы общались сначала с ним, потом уже пришел врач, чтобы уже общие вопросы обсуждать. Он Мгм. разговаривал стоя, но, правда, стула там не было никакого. Ну и навис так над ним, стоя, да, вот прямо над ним, головой вот так, и смотрел на него. Ну, наверное, какой-то элемент давления в этом есть. Но, Мгм. опять же, не было стула. Стула было всего лишь 2, и еще было 2 под этими двумя, под санитаром. Ага, И получается, вы с Сашей сидели вот рядышком, да, или напротив друг да, друга? прямо вот, вот я, вот он, так вот, перпендикулярно, вот на углу стола, да, прямо совсем рядом мы могли